Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, коридор затмений. Солнечное затмение 14 октября и лунное затмение 28 октября. Надо сказать, что в этот период могут быть или выйти на поверхность как будто те вопросы, которые у нас уже сложились либо на начало года, либо в апреле. И за это время, с апреля по октябрь, они уже могли обрасти, так сказать, какими-то новостями, событиями. Или ситуация бы продолжила развиваться. В итоге мы приходим к какому-то выводу и задаем себе вопрос: хорошо, а что дальше? И вот если мы говорим, солнечное затмение, оно происходит в весах. И у нас сейчас как раз Марс путешествует по весам. Он подталкивает словно нас принять, правда, какое-то решение. Но сделать он нас это призывает, как весы. Весы – это у нас знак дипломатов великих. И поэтому мы, с одной стороны, не должны, где-то пойти в угоду кому-то и в ущерб своим принципам. Но сделать это нужно безэмоционально. Марс в весах, как, знаете, символ железного кулака в бархатной перчатке. Вот мы должны, скорее всего, для самих себя в первую очередь, не просто где-то на эмоциях какую-то ситуацию решать, а аргументировать что-то. Или аргументировать фактами, да, если мы говорим факты вещь упрямая. Или обосновать как-то нашу позицию спокойно, хладнокровно, невозмутимо, вот так вот уравновешенно. Это с одной стороны. Мы говорим про солнечное затмение, а лунное затмение у нас как раз происходит в знаке Телец. Телец за благополучие, за финансы отвечает. И обе планеты управляются Венерой как раз. Поэтому начертила я вот такую схему, мои дорогие водолеи. Это будет солнечное затмение в весах, а здесь так аллегорически лунное затмение в Тельце, как раз на оси отношения и финансы. Возможно, будут активизированы какие-то вопросы или какие-то события. Но не торопимся с вердиктами. Помните, наверное, что у нас как раз в знаке Тельца, в ретро-движении, две планеты, которые останутся там по 31 декабря. Это Юпитер и Уран. И мы будем возвращаться невольно, как будто в прошлое. И чтобы уменьшить вот этот возврат к каким-то прежним ситуациям, нужно делать все, где-то так более уравновешенно. Нам это даст определенный плюс в том плане, что мы не создадим какой-то конфронтации, а главное, нас никто ни в чем не упрекнет, и у нас всегда будет какой-то шанс для маневра. Потому что с человеком, который аргументированно, спокойно высказывает свою позицию, с ним невозможно спорить. Потому что ты понимаешь, что тебя либо фактами припрут к стене, либо какой-то логикой. Вот где-то, наверное, если вы, мои дорогие водолеи, окажетесь, на таком своеобразном перекрестке судьбы. Поэтому резких каких-то заявлений, которые построены на эмоциях, делать не стоит. Но и признать то, что мы не должны бояться своих желаний. Мы должны всегда быть счастливыми. Вот про себя забыть ни в коем случае нельзя. Нас учит этому Марс в весах. Давайте спросим у карт. Не всегда карты, кстати, где-то совпадают с астрологическими прогнозами. И я уже подготовила колоду. Первая карта, мы ее достанем, она будет олицетворением солнечного затмения. Положим ее сюда. Каковы будут энергии? А что у нас будет по Тельцу или по лунному затмению? И мы достанем еще одну карту, это вот как между, да, что в центре внимания спросим. Неожиданности этого периода или, может быть, днями раньше, может быть, где-то и позже, такое тоже может проигрываться. Давайте мы спросим неожиданности и отношения. Вот что по оси отношений, как будут складываться события для нас, и что по финансам. Достанем карту, что нам будет помогать, что за нас, в нашу пользу. И карта совет, или что дальше, может быть и так, как видят карты, тоже узнаем. Итак, солнечное затмение. Правда, уйти хочется, причем не так тихо уйти, а хлопнуть дверью. Иногда по этой карте такое действительно проигрывается. Нам уже человек показан, который, по сути, уже ушел.
Нам человека даже не видно, у нас только облик со спины, и все. Он оставил эти 8 кубков, и он даже не оглядывается, может быть, там что-то и осталось ценное. Я иду вперед, вот такое решение. Ну, наверное, у каждого, безусловно, тут будет по-своему. У кого-то это может совпадать не обязательно с личной жизнью, а вопросы работы, все-таки взаимоотношения человеческие решают все. В том числе и будь то бизнес, будь то наш труд, трудовая деятельность или наши честолюбивые планы. Но если вы принимаете такое важное решение, тогда надо это делать красиво, по весам, элегантно. Хотя у кого-то может проиграться человек, ушел, может руководитель даже на работе ушел, поменялся. И в связи с этим приходит новый руководитель, а новая метла по-новому метет, новые порядки. Вот все что-то в перестройке какой-то. Или вы сами задумали переезд. Для кого-то из вас есть определенная ситуация, иногда карта об этом тоже говорит, когда мы ищем выход. И значение, смысл этой карты, мы его находим. Вот так по-разному может у каждого проигрываться. Лунное затмение, какое-то решение, правда. А по лунному затмению, если мы говорим про благополучие, это про образ Юдифи, королева мечей. Вообще мечи – это ваша энергетика, и здесь как раз интеллект, правильный расчет. И мы никому ничего не предвосхищаем, мы никому ничего не говорим. Если мы обратимся к историческим фактам, Юдифь никому не говорила, что она собирается делать. Иначе бы ее план не удался. А уже что бы было с ней самой, можно только представить. Поэтому немногословность нам где-то помогает. Неспешность принятия решений. То есть как будто мы сначала, знаете, должны все просчитать до мелочей. Надеяться сами на себя. Где-то нет места эмоциям, наверное, в этот период точно. Или если вы стоите перед каким-то жизненно важным выбором, вам нужно решить какой-то вопрос, любой. У кого-то может быть вопрос по здоровью, кстати. И здесь словно как будто нужно на что-то решиться. Подразумевается, правда, что мы от чего-то можем отказаться. Но все равно делать это нужно где-то дипломатично. Не должны мы себе здесь навредить. Если мы говорим, у нас лунное затмение, а по луне ведь это всегда эмоции. По луне, когда еще много каких-то непонятностей или какие-то неопределенности. Поэтому максимально мы как будто просчитываем, но понимаем, что в любой момент что-то может поменяться. Поэтому от нас требуется концентрация, внимание. Но это ваши энергии, и у вас это получается. Давайте мы посмотрим, что же в центре у нас будет. Вот умеренность, все то, что я сейчас говорила, старший аркан. Это гармония, гармония в душе, мои дорогие. Когда я знаю, чего я хочу, тут, наверное, будет самое важное, с чем-то вам определиться. Если вы определились, это уже 99% как и успеха, и того, что у вас получится осуществить задуманное. Осталось только продумать методы. И вот в этих методах-то как раз по королеве мечей мы и не должны ошибиться. Поэтому, если мы куда-то не торопимся, мы себе определенно потом скажем спасибо. Но и себя как будто в угол задвинуть на вторую роль. Тут тоже нам об этом карты не говорят. Действительно, есть какая-то, видимо, проблема назрела или какой-то вопрос, который нужно решать. Не спеша. Нет как будто мелочей, мои дорогие, в этот период, может быть, вообще в течение октября, когда какая-то мелочь нам может помешать или как-то нарушить наши планы. Вот и не торопитесь. И, кстати, по аркану умеренности, опять же, если так немножко в мифологию, в исторический факт, может быть какой-то или какое-то ваше решение, которое из разряда действительно иррационального. Мы можем принять то решение, которое прежде для нас было неприемлемым. Или мы можем увидеть как-то по-другому ситуацию с другой стороны. Может быть, человек как-то нам проявится по-другому. И здесь ведь, знаете, какой-то как будто происходит, правда, либо новость придет, может быть, либо что-то вокруг вас меняется. Мы приходим как к однозначному какому-то словно выводу, и действовать мы можем совершенно не так, как мы бы действовали раньше. Тут что-то нас может настолько развернуть, как будто на 180 градусов, даже не просто в наших мыслях, а еще и в наших действиях. Но делаем все это мы
вот в таком состоянии душевного спокойствия и равновесия. Если мы, наверное, себе позволим в этот период какие-то эмоции, мы тут по-другому не увидим какой-то конкретики, понимаете? А она определенно присутствует. Давайте мы достанем неожиданности. Ну, это прекрасная карта. Кстати, по этой карте нам кто-то приходит на помощь. Либо к нам приходит на помощь деньгами, либо нам, может быть, как совет, как решить тот или иной вопрос, куда обратиться, в какую инстанцию, как быстрее обустроить какое-то дело, как правильно документ юридически оформить. Или для кого-то это чаще по работе, какой-то, я его называю, карта марафонского забега, который свидетельствует с одной стороны, внимании к мелочам, вот то, что я говорила, а с другой стороны, о наших возможностях себе построить какую-то, как новую карьеру или новое качество жизни лет на 10, а то и 20. Вот что-то мы такое можем здесь как принять решение, которое изменит вообще в принципе наше качество жизни. Правда, проиграется у кого-то та ситуация, которая уже как будто назрела. И сколько ты не затягивай, нужно как-то разобраться. Но мы должны себе не помешать, не навредить. Или какую-то сложную ситуацию не обострить сверх меры, понимаете? Вот не время эмоциям, время деталям. Их как будто нет, этих мелочей. Давайте отношения. Правда, может прийти какая-то новость по принцу жезлов. Либо человек к нам приезжает, либо мы куда-то уезжаем и узнаем какую-то новость. Либо у кого-то может проиграться, ведь так, знаете, когда пришла проверка на работе, ну, увы. И, правда, тут по отношениям, может быть, отношениям с коллегами вдруг что-то начнет меняться. Или если вы сами руководитель, тут тоже разные могут быть моменты. Но я надеюсь, это может быть у одного-двух проиграется, но кому-то это важно услышать, потому что по принцу жезлов именно идет перемещение или наше, или чье-либо к нам. И информация может быть связанная с приездом или поездкой, а может быть сама по себе. И третий момент – это карта отчасти скорости, когда мы должны на что-то отреагировать. Мы не можем это оставить с одной стороны на потом или подумать, этот вопрос как-то сам разберется, решится. Нет, здесь куй железо пока горячо. Давайте посмотрим, а что по финансам. Какая-то зависшая ситуация. Вы знаете, может быть взаимосвязь между личной жизнью и финансовым. Может быть так. Между рабочей составляющей какой-то и, допустим, тем эквивалентом, который я получаю за выполненную работу. Есть определенная взаимосвязь. Почему нам выпадает аркан умеренности и говорит, подожди, ты, ну вот понимаете, если слово говорить или что-то о чем-то заявлять, значит, должна фраза быть продумана, ну, до мелочей. И на пару шагов вперед как будто предугадывать надо, как это будет воспринято собеседником. С другой стороны, мы, может быть, должны не попасть из какой-то одной ситуации в другую. Есть жертвенность, такое понятие по этой карте, и есть понятие как тупик. Вот мы себя как будто ни в роль жертвы не должны загнать, ни в какой-то тупик. А вот выход как раз искать, вот то, что я говорила, вот здесь будет прекрасно. Я могу предположить, что нам выпала в неожиданностях принц Пентаклей карта. Я сказала, что это марафонский забег. Как раз в этот период, благодаря правильно принятым решениям, мы можем думать очень долго. Мозг принимает за считанные секунды какое-то решение. Поэтому мы могли год, может быть, практически с начала года о чем-то думать, что-то нас не устраивало, а вот теперь будет так, что надо конкретно что-то предпринять, чтобы найти этот выход из создавшегося положения. И карта тогда умеренности, посмотрите, два старших аркана, один напротив другого, выпал. Нам говорят, хорошо, ты решение принял или приняла, но сделать это надо, опять же, элегантно. Вот как-то так. Давайте узнаем, что помогает. Вот как раз пирова победа. Мы не должны как будто пировую победу одержать. С другой стороны, нам просто карта может свидетельствовать, что имел место какой-то конфликт. Это не в октябре. Это карта всегда прошлого, это то, что уже случилось. Это когда мы не нашли взаимопонимания. И у вас сейчас, мои дорогие водолеи, сильная позиция.
Но вот тут может быть либо конфликт, либо, ну, какая-то дискуссия на повышенных тонах, назовем так. То, что оно уже случилось, нас, тем не менее, оставило в ресурсном состоянии. У героя 3 меча, обратите внимание. Те, которые на горизонте двое стоят, друг другу жалуются, они без мечей. У них нет ресурсов как будто вообще. Так вот, о чем нам эта карта? Это карта воина в душе. Мы должны правильно рассчитать свои силы, аргументы или то, чем мы будем парировать, какую-то информацию. Нам помогает это, нам помогает, как по карте Юдифи, да, будем говорить так, то, что я рассказывала по королеве мечей. Вот эта энергетика, мы не должны с чем-то просчитаться. И нам будет помогать, когда мы никому ничего не доказываем. То есть мы где-то не наступаем на горло собственной песни по этой карте. В угоду, чтобы было все тихо, спокойно, хорошо. То есть отстаивать как будто нам придется, но делать это с позиции дипломатии, аргументов и каких-то фактов. Вот как будто так. Нам это, по крайней мере, будет помогать. Но я так думаю, что у кого ничего подобного в жизни нет, нам просто говорят, придерживайся своих позиций, потому что и принципов, потому что сильное у вас сейчас как бы состояние духа, вы на что-то как будто уже решились, и где-то вот не прогибаться в угоду хорошему отношению к нам, например, да, это не значит, что мы кому-то что-то безапелляционно заявляем или выносим вердикты. Нет, как раз тут не место эмоциям вообще. По 5 мечей мы ничего никому не доказываем, но мы сохраняем собственную целостность. Вот это вот как будто будет тоже важно и нам помогать. Даже если с нами все остальные не согласны. Но если вы понимаете, что вот дальше так продолжаться не может, значит уверенность в самом себе определенно следует сохранять. Что же дальше? Ваша сильная позиция. Вам удастся совершить то, что вы хотите. По королю Пентаклей, правда, кто-то может вам прийти на помощь, с учетом принципа Пентаклей, как дельным советом, поддержать вас. Это хорошие друзья проходят или люди, которые сделали себя сами. Это как раз те люди, которые умеют видеть жизнь по факту, то, что есть на самом деле, без эмоций. Они умеют правильно рассчитать риски, они умеют быть, знаете, теми, которые могут нам словно уравновесить хаос наших мыслей. Потому что они очень здраво смотрят на жизнь. Может быть, есть такой у вас в вашем окружении человек, и вы будете с ним говорить, и, знаете, как на душе легче. Или мне как будто вот до этого был сумбур, а теперь все становится по местам. У кого-то конкретная личность может проиграться. Вообще это люди, рожденные под знаком зодиака стихии Земли, а может быть там асцендент, а может быть и полуния, кто знает, Телец, Дева, Козерог. Или в целом мы говорим про энергетику все-таки. Это наша прочная позиция, когда у нас полный баланс во всем. Как и где-то, что я хочу в личной жизни или что я хочу для самого себя, мои честолюбивые планы, мои финансы, вопросы благополучия, вопросы дома, вопросы семьи. И даже если у нас начинается с какой-то неопределенности или с какого-то вопроса, который уже назрел и действительно нужно, он не может быть оставленным без внимания, и с другой стороны не хочется, чтобы себе как-то навредить. Но ведь, видимо, вот то вот важное решение, которое в вашей душе, оно вам дает возможность с уверенностью смотреть в будущее. И потихоньку, может быть без громких заявлений, может быть, аргументируя свои какие-то позиции, вы сможете осуществить и каким-то коренным образом изменить ситуацию. Вы останетесь довольны, главное, понимаете? Но, видимо, определенного напряжения, по крайней мере, эмоционального, для кого-то из вас этот период может потребовать. Наша, наверное, задача не оказаться в этой роли повешенного, не оказаться на крючке, как будто, понимаете, не согласиться на что-то, о чем мы потом пожалеем, или будем думать, что
не хватило духу, не хватило решимости. Не должно быть, пусть это на финансы выпало, но значит и финансовой какой-то зависимости быть не должно. Но есть неспешность. Так вот, если быстро у нас какой-то вопрос не решается, это не значит, что он не будет решен. Это лишь означает то, что он должен быть решен в свое время, как-то постепенно. И то, что мы не должны себе навредить. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы и любимы всегда.